Всем привет! Сегодня воскресенье, солнечная погода, хороший день, температура воздуха примерно 15 градусов. Мы собираемся сегодня совершить небольшое путешествие в соседний город, который называется Милуоки. Ехать туда примерно 1 час 30 минут. Город не очень большой, население примерно 550-600 тысяч. Расположен на западном побережье озера Мичиган. Там есть несколько интересных мест, пляжи и исторические здания, которые мы хотим посетить. Ну и будем делать съемку по ходу остановок, которые мы будем делать, и показывать какие-то интересные места, которые мы увидим и где мы будем гулять. Итак, давайте быстро взглянем на карту. Наша поездка начинается с северной части города Чикаго по направлению практически строго на север, вдоль западного побережья озера Мичиган, практически в самый центр города Милуоки. Расстояние составляет 84 мили, или это примерно 140 километров, и займет, как я уже говорил, 1 час 30 минут примерно. Вот мы проехали по Чикаго примерно 15 минут, выехали на скоростную магистраль и примерно 1 час будем двигаться в сторону Милуоки. Мы двигаемся, можно сказать, строго на север по шоссе. Шоссе отличного качества. Навигатор предлагает мне поехать по платному шоссе и сэкономить 7 минут. Ну вот я не знаю, я думаю, что смысла никакого нету, потому что понятно, что платное шоссе будет еще более лучшего качества, но мы никуда не торопимся. А на обратном пути посмотрим, если трассы будут загружены, потому что, может быть, люди будут возвращаться с отдыха. Возможно, на обратном пути мы воспользуемся платным шоссе. Вот. Ну а так, и это шоссе, я бы сказал, что прямо очень сильно загружено. Вот. Навигатор не показывает каких-то впереди пробок. Поэтому будем двигаться дальше. Хотел показать, что мы проезжаем, и вдоль трассы очень много автоцентров. Вот мы проезжаем автоцентр Audi, до этого проехали автоцентр Porsche. Ну и вот здесь населенный пункт, получается, слева от нас. Называется он Highland Park, поэтому здесь есть светофоры, поэтому не останавливаясь не получается двигаться. Карла Аббас. Первый раз вижу такую машину. Вот она впереди. Карла Арбас. Вроде как мы прочитали, называется. Какая-то марка. От концерна Fiat. Достаточно такая старая. Хочу снять придорожные такие мотели. Интересные здесь. Макдональдс рядом. Ну вот, продолжаем мы поездку. Проехали мы, наверное, половину пути.
Вот такая вот трасса. 4 полосы. Шикарная. У меня такое впечатление, что это она бетонированная. Периодически открываются достаточно интересные виды. Вот, допустим, один из офисов крупной логистической компании Line. Слева мы проезжаем. Ну, понятно, что ведут сельское хозяйство. Есть и поля. Рядом с компанией Line, Да, слева еще один большой офис Line. У них очень много складов. Я не знаю, какую логистику они осуществляют, но тем не менее. Вот слева я не вижу, мне кажется, это подразделение. Вот это вот Харибо, Ирин. Это производство, видимо, вот этих вот желейных мишек, да? На самом деле вокруг Чикаго очень много известных компаний, которые производят известные бренды. Чего только стоит завод по производству медикаментов Abbott Laboratories, которые мы проезжали сейчас. Ну, двигаемся дальше. Ну вот мы проезжаем опять автоцентры. Subaru, CarMax. Вот еще какой-то строится. Вот автоцентр Honda впереди. Я не знаю, уже в Висконсине или нет. Ну вот направо, да, это Висконсин, направо вот как раз дорога выходит на Кеноша, населенный пункт Кеноша. И здесь Кеноша аэропорт. Наверное, это местный аэропорт. Харли Дэвидсон. Центр Харли Дэвидсон. Продают, наверное, там мотоциклы. Ну, вообще, вот в Милуоки, в который мы едем, там есть и музей Харли Дэвидсон, и находится штаб-квартира Харли Дэвидсон. Вот. Не знаю, попадем ли мы туда. Посмотрим по времени. Я, честно говоря, небольшой любитель мотоциклов. Но с исторической точки зрения посмотреть, может быть, было бы интересно. Вот это вот асфальтовое покрытие почему-то очень шумное. Шум достаточно приличный. Вот один из логистических центров Amazon. Это прототип нашего российского Озона. Слева что такое, Ир, еще один там центр? Eagle Food. Вот справа вот еще один большой Line. Ну, слушай, значит, это огромнейшая компания, судя по всему, потому что таких центров мы проезжаем уже, наверное, 5-й. И справа вот тоже, да, у них. Это Amazon Fulfillment. Центр Amazon Fulfillment. Ну, в общем, мы едем и
все вот заполнено какими-то экономическими объектами, какими-то предприятиями, офисными центрами. Вот еще какой-то, не знаю, или это предприятие, или просто логистический центр. Нету, к сожалению, у них баннера никакого. Может быть, это что-то новое еще не запущено. Нету, Ириш? Что там? Нету, красная какая-то вывеска стоит. Сам логистик центр available. Просто логистический центр под использованием. Так, ну едем дальше. Ну вот мы уже практически въезжаем в город Милуоки. Вдалеке виден непосредственно сам даунтаун этого города. Вот слева вот эта вот историческая церковь, виден ее купол, которую мы хотим посетить в качестве первого объекта. Ехать нам осталось примерно 4 минуты. Ну вот мы приехали и припарковались около базилики. Базилика святого Джозефа. Эта базилика основана польскими иммигрантами, насколько мы прочитали. Я не снимал ее снаружи, потому что мы прочитали, что она сегодня работает вроде как до 2 или до 3, поэтому мы спешили, чтобы зайти внутрь, снять эту красоту. Я подошел, спросил у служащих, можно ли здесь сделать съемку. Мне дали разрешение. Вот, поэтому я решил продолжить, пройти непосредственно под сам купол. Грандиозный вид, конечно. Колонны выполнены из мрамора. Скамейки из натурального дерева. Такой запах непередаваемый. Я думаю, что это запах ладана, смеси каких-то вот благовоний. Хочу снять сам купол непосредственно. Но вот непосредственно место, где происходит сама служба, вышел служащий, попросил тут одного посетителя не заходить вовнутрь и расставил такие вот таблички. Может быть, это правило, может быть, идет подготовка к службе, я не знаю. Но навряд ли, потому что сегодня, как я говорил, вроде как базилика работает до 3 дня.
Посетителей на удивление немного, наверное, потому что мы приехали в полдень. Ну и в принципе это комфортно. Сзади только что сейчас я увидел, что установлены трубы органа. Не знаю, функционирует он или нет, но думаю, что да. Ты видишь, Ириш, сзади я только что увидел орган установленный. Ну, в католических церквях это всегда. Да, красота. Ой, шумашки. Вот хотел показать памятную табличку, как я понимаю, одному из строителей, Антон Каспрсик, который погиб во время строительства этой базилики. Вот эта мемориальная табличка расположена, поставили в 2004 году в его память. Ну вот мы вышли, и хочу я снаружи показать эту базилику. Вот с одной стороны, это со стороны парковки. А вот с другой стороны я зашел, и можно сказать, это так, парадная часть этой базилики. Вот рядом вот такие вот красивые цветущие деревья стоят. Солнечно, но немного прохладно сегодня. Ну все, мы поедем дальше. Ну вот мы проезжаем по мосту, практически в самом центре Милуоки. Достаточно крупный город, можно сказать. Сереж, в консерваторию поедем? В этом плане в консерваторию можем заехать тогда, да. $9 вход. Ну, До 4. давай успеем, попробуем, если заедем. Далеко это отсюда? Вот уже видите, за мостом. Ну, надо было проложить туда маршрут. Минут.
серьезных учреждений. Чикаго же нет такого. Мы просто не видели в Чикаго. Может быть, потому что высотки скрывают все. Может быть, не знаю. Может быть, чай. Ну вот это непосредственно сам центр города, я так понимаю, мы только что проехали. Вот. Сейчас мы едем, насколько я понимаю, ближе. Да, мы сейчас едем к озеру Мичиган. Когда подъедем, если там будет что-то показать, обязательно я включусь и, соответственно, покажу. Сейчас мы направо должны по Если идее честно, выходить. как-то поприятнее. Что ты имеешь? Мне как-то ближе вот эта невысотная застройка, как в Чикаго. Где люди все, да, смотри? Ну, поспокойней. Город гораздо поспокойней. Ну, чувствуешь себя Такой как-то он, здесь. как сказать, такой, ну не то что подушевней. Ну, чувствуешь себя как-то покомфортнее, да, в нем? Я пока не понял. Я пока не понял, потому Вот что... интересно, где люди, смотри, да? Ну, сегодня выходной, во-первых, день. Хорошая погода, может быть, многие выехали куда-то на отдых, чтобы в городе не проводить время. Вот Associated Bank, здание, я так понимаю, его. Ну, вот непосредственно сам центр. Здесь, наверное, будем поворачивать. Я не знаю, можем мы здесь как-то повернуть или дальше проедем. Давай дальше проедем, может быть. Куда хотели сейчас? Ну, нам надо налево было повернуть, там как-то я не сообразил. Как там можно развернуться. Что-то там неправильно Нет, как-то. я поняла, куда мы? Мы сейчас едем на побережье. Я надеюсь, что налево можно будет повернуть вот здесь. Wisconsin Bank and Trust. Ну, в центре приятно достаточно. Ладно, включимся попозже. Мы остановились практически около самого побережья. Оно находится справа, вот видно. Там само озеро. Сегодня оно почему-то темно-синее выглядит, во всяком случае, с этого ракурса. Мы остановились попить чайку. Здесь вот такой маленький парк. Я увидел здесь вот какое-то здание. Я так понимаю, что это галерея или музей. И рядом вот дерево, которое я раньше хотел показать, с крупными такими вот бело-розовыми цветками. Я не знаю, как оно называется, но очень красивое. А вот сам парк, где мы остановились. У меня супруга с ребенком там пьют чай. На самом деле у меня уже складывается такое очень хорошее впечатление об этом городе. Он достаточно такой уютный, приятный, с неспешным ритмом. Не видно, чтобы люди куда-то здесь прям так спешили, какие-то были здесь пробки. Вот сейчас попьем чайку и пойдем посмотрим, где здесь есть хорошие спуски к воде. Посмотреть, какие виды открываются с этих мест. Вот решил сделать съемку еще с этого ракурса, с другого конца этого маленького парка.
воды сегодня очень ветрено. Я вот прямо одел капюшон. Пойдем перейдем дорогу и зайдем вот сюда, вот на так называемый мыс. Ну вот мы дошли до этого маленького парка. И с удивлением я обнаружил, что нормального спуска здесь к берегу нету. Здесь проходит еще одна дорога. Вот такой вот крутой обрыв. Вот, поэтому, наверное, сейчас мы будем возвращаться обратно и искать маршрут, как проехать здесь, где можно попробовать припарковаться. Потому что в зоне видимости я не наблюдаю какой-то парковки. Может быть, единственное вот там вот дальше. Но там может быть яхт-клуб, как вариант. В общем, сейчас будем разбираться, сейчас смотреть будем. Мы решили спуститься прямо непосредственно в море. И вот тут зайчик бегает. Вот какой. Не из пугливых, судя по всему. Ну вот нам удалось спуститься. Нашли мы спуск. Там такая тропинка сделана. И вот вышли вот сюда, вот на набережную. Здесь прогуливаются люди, бегают, занимаются спортом, на велосипедах, на своих двоих. Вот тоже еще велосипедист едет. Красивые виды, конечно, сегодня. Если бы еще не было ветра, было бы вообще прямо супер-супер комфортно. Вот. Но с воды ветер всегда есть. Даже летом. И вот здесь вот можно видеть, что там непосредственно само озеро Мичиган. А вот здесь какой-то, я не знаю, что это, похоже на какой-то такой дикий пруд, у которого расположились вот такие вот уточки. А может быть, это не уточки, я не знаю. Близко я, наверное, к ним совсем подходить не буду. Потому что они уже так немножко напряглись, судя по всему. Я пойду догонять свою семью. Вот такой здесь выкошенный красивый газон. Там есть какой-то монумент. Сейчас подойду, сниму, покажу. Вот такие вот 3 стелы, сделанные из гранита. Я не знаю, честно говоря, чему они посвящены. Нет никаких табличек опознавательных. Ну, вообще, вот, если обратить внизу на брусчатке на самой написано, что... Ну, вообще написаны имена чьи-то. Видимо, эти колонны в память. Ну вот табличка есть. Табличка говорит, что это колонны в память о ветеранах. О ветеранах Вьетнама. Ну, вообще в США ветеранов различных вооруженных конфликтов, они очень чтят, у них очень много льгот, очень много различных бенефитов. И вот, судя по всему, это мемориал в память о погибших ветеранов. Ну, много имен на самом деле. А вот здесь открываются такие вот обалденные виды. Бесконечный стриженный такие лужайки. Очень круто, конечно. Справа непосредственно сам город. Вот там вот мы припарковались вдалеке. А я пойду догонять свою семью.
Вот памятник генералу армии Соединенных Штатов. Зовут его Дуглас МакАртур. Вот годы его жизни и смерти. А вот здесь открываются вот такие вот виды на само озеро. Судя по всему, оно вот там вот отгорожено неким пирсом. Я не знаю, доедем мы сегодня или нет. Вообще здесь есть порт, с помощью которого благодаря которому можно переплыть на другую сторону озера Мичиган, другой штат, который так и называется Мичиган. И там ходит паром, на который можно загрузить свой автомобиль и поехать, соответственно, в путешествие по штату Мичиган. Стоит это примерно, я смотрел, $200, но на человека. Не знаю, там это автомобиль включен или нет, но судя по тому, что мест на сегодня нету, это такой тур пользуется популярностью. Вода достаточно прозрачная, но вот сегодня с каким-то таким удивительным зеленым отливом. Ну вот буквально в 150 метрах находится арт-музей. Мы не планировали сегодня, честно говоря, посещать какие-то музеи, потому что замечательная погода, и мы хотели больше уделить внимание открытым пространствам. Вот, я, честно говоря, с удовольствием бы сходил, посмотрел бы, но с учетом того, что еще ребенок, мы, наверное, не пойдем. Да, Ириш, не пойдем? Мы пойдем, погуляем, насладимся этими прекрасными видами. Ну, может быть, как-то получится. И съездим, как я уже говорил. Мне понравился сам город. Он более спокойный, чем Чикаго, более комфортный какой-то, более дружелюбный. Но это пока мои первые, конечно, впечатления. Но я думаю, что именно для жизни он такой более комфортный. Я, наверное, не буду выключаться, потому что мы как раз подходим уже вот к тому зданию, которое я хотел показать. Это, наверное, прямо изюминка Милуоки. Это очень интересное архитектурное здание. Я сейчас пойду с того ракурса его сниму, там будет, наверное, гораздо лучше. Ну вот поближе я подошел к этому интересному зданию. На самом деле это часть этого арт-музея, называется это павильон Квадраччи. Мне кажется, судя по мотивам, он выполнен в неком вот таком вот с отсылкой к индийским, именно к индейским мотивам, потому что вот сверху вот это вот, так скажем, шапка выполнена вот как у индейцев. Раньше их головные уборы с перьями сделаны. И вообще Мичиган в переводе с индейского, как я прочитал, звучит как хорошее место. Изначально здесь был населенный пункт, именно индейцы. Здесь проводятся в этом павильоне различные мероприятия, арт-мероприятия. Вот внизу видно, тут, наверное, есть ресторан, судя по всему. Не знаю, открытый вход или нет. С таким вот панорамным видом, прекрасно. Классное, конечно, здание.
Да, этот город определенно мне все-таки нравится. Мы не смотрели прямо пригороды какие-то, но... Ну, классно. Вот кто-то там... Девушки там восторгаются тоже очень громко видами, видимо. Ну ладно, мы пойдем еще куда-нибудь пройдемся. Я не удержался, потому что нашел еще один потрясающий ракурс, с которого можно это дело снять. И еще вот добавить в свое видео вот такую вот маленькую видеозарисовочку. Мы возвращаемся уже к машине. Нагулялись, проголодались. Мы сейчас будем где перекусить. И вот я еще раз хотел показать. Оказывается, что вот эти стелы, которые посвящены ветеранам Вьетнамской войны, вот здесь есть еще памятные таблички, вот такие вот. И вот подпись, что это Veterans Park, dedicated to the men and women. Ну вот мои ребята заслонили, не могу дальше читать. Ну, в общем, парк, посвященный ветеранам. Такой вот классный, большой. Ну, а мы пошли к машине. Мы решили зайти перекусить вот в такое вот достаточно уютное кафе. Здесь нет много выбора, что покушать. В основном какие-то бургеры и такие салатики легкие. Ну, просто мы не хотим тратить время на поиски каких-то кафе, где можно сидеть какие-то и ждать серьезные блюда. Тем более мы здесь первый раз и не знаем, где это будет неплохо. Но здесь достаточно мило, достаточно людно, и это признак того, что еда здесь хорошего качества. Вот поэтому сейчас закажем что-нибудь, перекусим. Здесь вот, наверное, буквально, если можно видеть, ну, буквально в 300 метрах побережья, может быть, в 400. Мы дождались наконец-то наши перекусы. Вот такие вот бургеры с картошечкой фри. С тунцом и с курицей. И салатик. Я не могу достать мою мульту. Люба, можешь мне прибор дать? Все, я нетерпение уже покушать. Возьми, пожалуйста, приборы. Вот они здесь. Итак, мы перекусили. Поехали попробовать посетить музей Discovery World, так называемые. Здесь разные экспозиции там на тему животного мира, там какие-то есть медузы, еще что-то, но, к сожалению, мы туда не попали. Музей работает до 4. Надо было, может быть, сразу запланировать поехать в него, но не получилось. Музей на самом деле как бы расположен буквально в шаговой доступности от того места, где мы были буквально час-полтора назад. Вот если можно видеть, вот этот кампус арт-музея. Вот, мы просто проехали по кругу вот так вот через даунтаун и выехали вот здесь вот. Я сейчас сделаю несколько обзорных таких съемок. Здесь тоже очень красиво, такие виды с большими открытыми пространствами. Все достаточно такое ухоженное. Ну, если сказать про мое впечатление, вот
формируется то, что этот город, ну так, больше пригоден для размеренной жизни, для такой уютной жизни, без спешки. Ну, в общем, он мне больше нравится, чем Чикаго. Может быть, потому что сегодня еще выходной, я не вижу здесь прямо что-то такого, какой-то беготни. Ну, там вот тоже интересные такие зоны. Видно, что люди занимаются спортом. Здесь такой залив. Вот Fire Department Ship. Спасательная лодка. Я сейчас попробую с другой стороны обойти. Я думаю, что там будут тоже очень красивые виды. Если так, то я запечатлею все это дело. Вот я прошел вдоль этого музея. Отсюда открывается вот такой вот вид на часть города. Вот этот вот залив. Здесь сделаны, я так понимаю, это волнорезы. И там прогулочная зона тоже. Люди ходят, любуются видами. Классно на самом деле. И, ну, я бы сказал, что сильно конкурирует с видами, которые я видел в Чикаго. Хотя вода сегодня вот, ну, вот в Чикаго вода больше с таким бирюзовым оттенком, а здесь, ну, вот прямо она темная. Я связываю это с тем, что различность фактуры и структура дна, потому что в Чикаго достаточно много песчаника и известняка. Вода вроде как выглядит и почище, и такая насыщенная, может быть, мелом, может быть, из-за этого такой цвет. Сейчас уже вечереет, поэтому, может быть, по-другому будет передана картинка на видео, но тем не менее. Это вот такие здесь сделаны понтоны. Я так понимаю, что сюда прибывают какие-то кораблики. Вот там даже кто-то пытается что-то рыбачить. Сейчас вот с той стороны еще зайду, сделаю еще видеозарисовочку, и будем мы ехать, наверное, уже дальше, потому что, ну, действительно становится прохладно. Дошел я до другой крайней точки этого дока, который я увидел, называется Висконсин док, на самом деле. Очень тоже обалденные виды. Надеюсь, это можно будет почувствовать по этим кадрам, которые я сейчас снимаю. Ветер немножко к вечеру утих. Сейчас примерно 4:30. В небе летают птицы, я так понимаю, чайки, еще какие-то. Ну, прямо очень очаровательно, так душевно. Вот здесь я посмотрел по карте. Такой ресторанчик находится, вход с другой стороны. Ресторан морской кухни. Но мы уже покушали плотно достаточно, поэтому, конечно, мы не пойдем. Вот. Мы поедем уже дальше. И если где-то что-то увидим интересное, соответственно, я тоже включусь. Я так понимаю, что видео уже получается длинное, но это прямо вот необходимо записывать, показывать, потому что
Я надеюсь, что в следующий раз мы поедем, но не факт, что заедем именно на эти места. Возможно, если поедем в следующий раз, постараемся посетить те музеи, которые мы сегодня не зашли. Арт-музей, может, вот в этот вот Discovery музей. Вот. В центре города тоже есть объекты, заслуживающие приятного внимания. Так что двигаемся дальше. Так, ну мы направляемся в сторону пляжа. Здесь вот проезжаем вдоль побережья. Здесь вот видно лодочная станция. Полностью ее не увидеть, но тем не менее. Вот здесь такое кафе на открытом пространстве. Можно увидеть, люди сидят, такое, ну, я не знаю, в таком вот стиле старом, античном, что ли. Я не знаю, как правильно этот стиль назвать. Ну что, поехали дальше. Ну вот мы рассчитывали вот сюда заехать и поехать здесь на парковку, но почему-то здесь закрыто. Не совсем это понятно, честно говоря, нам. Поэтому посмотрим, может быть, где-то впереди есть еще одна парковка. У нас не получилось припарковаться на парковке, где я изначально планировал, потому что она почему-то закрыта. Может быть, там какие-то ремонтные работы. Мы проехали буквально 500 метров дальше. Вот, припарковались вдоль дороги. И на самом пляже. Но мы не планировали много гулять по пляжу, просто я хотел посмотреть, какие здесь виды. Там есть кафе, вот можно видно вдалеке, его обозначить для себя. Как я уже и говорил, вода здесь, ну, в моем понимании, значительно мутнее, чем вот в Чикаго. Сейчас бьют волны. Вот. Поднимается такая муть непонятная. Но все равно красиво, конечно. Вдалеке видны высотки даунтауна. Люди тоже отдыхают, гуляют. Кружатся птицы разных мастей. Это место находится севернее даунтауна, то есть получается выше, если смотреть по карте. Ну и если ехать в минутах, у меня получилось где-то 7 минут. Вот. Я думаю, что в летний период, конечно, этот пляж наполнен людьми. Пляж такой песчаный, достаточно широкий, где-то, наверное, метров 80-100 в ширину. Вот. Ну а мы сейчас поедем повыше чуть-чуть, там развернемся и уже будем возвращаться. И по дороге заедем в магазин Macy's, наверное. Посмотрим, что здесь продают. Вот проезжаем какой-то, мы так понимаем, это ли маяк? И что это? Непонятно, да? Станция водоочистки. Станция водоочистки, прикольно. Такие домики здесь классные. В Милуоки. Милый Оки. Я бы не сказал, что прямо очень идеальные дороги здесь. Чувствуется, что немножко они уже
растрескиваются. Но домики очень такие симпатичные, красивые. Ну, красивые районы, да, видно, что тоже. Вот. Конечно, интересно. Здесь везде такое спокойствие или нет? Ну да. Вот собирает дедушка. Или это бабушка? Ну, неважно, это может быть и дедушка, и бабушка. Да, такие дома, конечно, как будто им лет 250. Ну, несмотря на то, что им как бы 200-250, но выглядят они Да, опрятно, да, да, то есть очень. видно, что стиль такой. Красивые. В Чикаго почему-то нет таких, да? Нет, есть, помнишь, северные районы Да, мы да, да, ездили? где вот этот Эванстон, вот там. Ну там уж и лупо немного. А Да, здесь вот так- смотри, какой красивый, да? Да, 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 смотри, многоквартирный, но смотри, Видно, какой что он красивый. такой, да, 1900 какой-то постройки, ну, Да, да, очень да, да. добротный. Окна, смотри, там веранда. Боже. Какой-то флаг незнакомый для меня, что это такое? Да, да, Океанария какая-то, да, или что это? что-то да. Ну, мы опять едем в сторону, я так понимаю, вот пропустим. Привет. Мы опять едем в сторону даунтауна. Сейчас мы вот здесь вот припаркуемся. Вот что это такое здесь? Estate Palace. Мы едем вдоль побережья, просто немножко по другой дороге, которая идет параллельно той, по которой мы ехали сюда. И вот такой вот, я даже не знаю, что это. North Point Water Tower. North Point Water Tower. Мне уже там бибикают. Ну вот мы с другой стороны подъезжаем здесь, где мы проезжали, да? Вот это вот кафе, которое я говорил, в таком стиле. И вот мы поворачиваем направо, здесь уходим. Ребят, сейчас пропустим. Ну ладно, поехали. Здесь мы уже были, да? Мы выезжаем из центра города, с Милуоки. Едем на юг, в сторону Чикаго, и по дороге собираемся заехать в торговый центр, зайти посмотреть, что здесь можно купить. Побережье озера остается слева от нас. Так, ну мы подъехали на большую плазу, так называемую торговую площадь, где расположены различные магазины. Вот впереди Macy's. Вот здесь TJ Maxx.
Ну вот мы приехали на эту плазу. С одной стороны там находится вдалеке Walmart. Здесь South Ridge Mall, Macy's. Вот мы собираемся зайти в Macy's, посмотреть кое-какие вещи. Мы не планировали эту видеозапись, так скажем, как видеозапись о посещении магазинов, поэтому я не буду записывать сам поход в магазин. Так, ну вот мы возвращаемся уже в сторону Чикаго. Ехать осталось примерно час 10 минут. Мы сделали небольшие покупки в магазинах, и я хочу поделиться своим впечатлением от поездки. Безусловно, полностью сложить впечатление об этом городе не получилось за эти пару часов, но те впечатления, которые я получил, это то, что город достаточно уютный, относительно компактный, какой-то более эргономичный, чем Чикаго, чище, ну и вообще оставил такие хорошие впечатления у меня. Я думаю, что если у нас будет возможность, стоит съездить в него еще раз, чтобы ознакомиться с ним побольше. Прекрасная набережная, есть объекты, которые можно посетить, музеи, какие-то открытые зоны. Мне показалось, что количество так называемых мигрантов в этом городе ниже, чем в Чикаго. И как-то вот дружелюбнее город выглядит. Поэтому я в целом оцениваю, что поездка получилась очень интересная, продуктивная. И тем, у кого будет возможность, я безусловно рекомендую посетить этот город и составить свою картину впечатлений. На этом все. Всем спасибо. Пока.